Привет, друзья! В этом выпуске разберем 15 самых неожиданных вопросов на эрудицию и общие знания. Постарайтесь ответить правильно хотя бы на часть вопросов и проверьте свои знания. Давайте вместе немного прокачаем свой мозг. Какой город является родиной хип-хопа? Хип-хоп зародился в афроамериканской среде в конце 60-х годов в США. Исторической родиной принято считать городской район Нью-Йорка Бронкс. Первоначально общего названия у зародившегося движения не было. Название хип-хоп появилось только в 1974 году. Что такое аблютофобия? Аблютофобия представляет собой беспочвенный страх перед купанием, мытьем или стиркой. Человек, страдающий от данного расстройства, старается избегать малейшего контакта с водой. Аблютофобы также могут испытывать страх перед туалетной или ванной комнатой. Это специфический ситуативный страх, который чаще встречается у детей и женщин. От чего получил свое название бытовой прибор? Фен для сушки волос. Фен – это теплый и сухой ветер, дующий с гор в долины. Под маркой Фон с начала 20 века в Германии выпускались приборы для сушки волос. Слово стало нарицательным не только в немецком, но и в русском языке, изменившись в фен. Какая фигурка оригами считается символом мира наравне с белым голубем? Японский журавлик Цуру – символ долголетия и счастливой жизни. Существует красивая древняя легенда, согласно которой если с любовью и тщательностью сложить 1000 таких журавлей, подарить их окружающим и получить в ответ 1000 улыбок, исполнится заветное желание. Какого числа боятся китайцы, корейцы и японцы? Главный страх китайцев, японцев и корейцев число 4, которое они называют знаком смерти. Наиболее серьезно к этому относятся в Китае, где верят в магию чисел и их влияние на жизнь человека. Суеверие настолько распространено в этих странах, что в больницах и общественных учреждениях этажи с номерами, оканчивающимися на 4, почти всегда отсутствуют. При этом, как дань гостям с Запада, иногда отсутствует и число 13. Замалчивание числа 4 принято и в кругу семьи, особенно когда один из родственников болеет. Номера мобильных телефонов, заканчивающиеся на 4 или имеющие много четверок в своем составе, стоят у операторов мобильной связи намного дешевле других. Сколько времени потребуется, чтобы сварить яйцо страуса? Варить яйцо страуса нужно 45 минут для получения яиц всмятку и от 1–1,5 часов для приготовления страусиных яиц вкрутую. Почему страусиные яйца варятся так долго? Потому что яйцо страуса имеет большие размеры и достаточно прочную скорлупу, толщина 0,5 см. Например, птенец при появлении на свет взламывает скорлупу в течение часа, иногда и дольше. Какие конфеты первыми побывали в космосе? Первой в космосе побывала конфета Чупа-Чупс. Астронавты со станции Мир первыми ели эту конфету в космосе. В 1995 году при выборе конфеты почему-то самой безопасной была признана сосательная конфета на палочке. А именно Чупа-Чупс. Кто из известных соблазнителей существовал в реальности? Джакомо Джероламо Казанова,
один из самых известных соблазнителей в истории, родился в 17 веке в Италии. По слухам, за свою 70-летнюю жизнь Казанова имел более 1000 любовниц самых разных национальностей, о 123 из них он подробно рассказывал в своих записках. Он действительно искренне любил каждую, и женщины это чувствовали. А еще Джакомо был уверен, что может доставить любой женщине неземное наслаждение, и прилагал к этому немалые усилия. Бедлам это. Бетлемская королевская больница в Лондоне, известная как Бедлам, является одним из старейших в мире лечебных учреждений, предназначенных для лечения психических заболеваний. Но известность этой больницы принес не ее солидный возраст, а скандально-печальная история. Известно, что люди, страдающие психическими заболеваниями, подвергались в этой больнице ужасающе жестокому обращению, а местные врачи, которых называли хранителями, ставили над ними эксперименты. В 17 веке кому-то из руководства больницы пришла в голову гениальная идея, а почему бы не подзаработать на несчастных пациентах. Всего за 2 пенса любым желающим разрешили приходить в больницу, чтобы посмотреть на безумных пациентов. Ахлуофобия или никтофобия – это боязнь. Ахлуофобия или никтофобия – это сильный и немотивированный страх нахождения в темных помещениях даже короткое время, боязнь темных улиц, неосвещенных парков и так далее. По сути, это не страх самой темноты, а переживание по поводу того, что в темноте могут скрываться опасности. В воображении рисуются ужасающие картины, сценарии, которые для самого человека совершенно реальны. Что добавляют в традиционный тибетский чай? Тибетский чай изготавливается из китайского прессованного пуэра. Чайные листья варятся в молоке яко на протяжении нескольких часов, затем напиток наливается в донма, специальную небольшую маслобойку для чая вместе с топленым маслом яко и солью, после чего сбивается до однородной густой консистенции. Иногда немного концентрата чая оставляют и добавляют при следующем заваривании. Этот напиток является важной частью повседневного рациона тибетцев. Каждый житель Тибета выпивает в среднем 5-6 чашек в день. Самое крупное млекопитающее это. Самое большое из ныне живущих животных – синий кит. Это морское млекопитающее относится к семейству полосатиковых и скитообразных, за что получило второе название – синий полосатик. Длина синего кита достигает 33 метров, а масса – 150 тонн и выше. Такой огромный вес делают синего кита претендентом на звание самого тяжелого животного среди когда-либо существовавших. Какой музыкальный инструмент изображен на гербе Ирландии? Золотая арфа – атрибут народной ирландской культуры. Согласно легенде, добрые божества даровали ее древнему правителю кельтов, чтобы тот музицировал и дарил радость своему народу. С тех пор кельтская арфа – символ ирландцев и напоминание о богатстве и уникальности их духовной жизни. У какого автопроизводителя собственная жена угнала машину? Супруга изобретателя Карла Бенца, Берта Бенц, без разрешения взяла трицикл, 2 сыновей Ойгена и Ричарда и отправилась в путешествие в Пфорцхайм аж за 200 километров от родного дома. По дороге она столкнулась с некоторыми недоработками в конструкции автомобиля, которые пришлось устранять на ходу подручными средствами. Благодаря этой поездке Карл Бенц внес некоторые изменения в конструкцию своего автомобиля.
Каких из этих животных во Франции и Италии специально обучают для поиска трюфелей? Трюфельная свинья – специально обученная домашняя свинья, используемая для поиска и извлечения из земли трюфелей в лесах умеренного пояса на территории Европы и Северной Америки. Свиньи имеют хорошее обоняние и способны чувствовать запах трюфелей на глубине до 1 метра. Считается, что половые гормоны свиней-самцов имеют сходный с трюфелями запах. Поиск свиньей трюфелей в подходящих для этого лесах проводится под контролем человека, держащего животное на поводке. Надеюсь, тест вам понравился, и вы смогли узнать что-то новое. А ответ на этот вопрос пишите в комментарии. Какая звезда самая яркая,